Всем привет, я продолжаю играть в Morrowind, мы находимся в Альдруне, и немножко я тут задумался о наших дальнейших действиях. Дело в том, что мы с вами уперлись в некоторый потолок по квестам, причем как по квестам вот гильдии магов, так и по квестам по основной сюжетной линии, то есть Кай не хочет нам давать задания. Также в гильдии магов у нас нет прогресса особого, все потому, что уровень всего 5 и навыки у нас низкие. По гильдии нас не продвигают. Гильдия воров еще может нам предложить задание, но уже не дает продвижения. И в общем она скорее здесь вторична. Что же делать? Логично, нужно поднимать нам мистицизм. Но как видите, уровень 51 и учителей найти хоть и можно, но обучение стоить будет довольно дорого, и возможности вернуть эти деньги практически нет. То есть учителя, которые при этом торгуют, их, во-первых, мало, во-вторых, покупают они в основном зелья, алхимические ингредиенты. В общем-то, это довольно сложно. Можно было бы, конечно, качнуться через алхимию, но преждевременно повышать уровень, особенно без бонусов, мне бы не хотелось. И вот как раз к вопросу о бонусах у нас, видите, прекратился бонус по интеллекту. То есть вторичных навыков важных, завязанных на характеристику интеллекта, у нас немного. То есть это в основном алхимия. И в маловажных у нас осталось разрушение, оно на силе воли, да, но мы его не качаем. Безопасность и, наверное, все. То есть, чтобы получать бонус к интеллекту, нам нужно качать либо алхимию, либо вот эту безопасность. Я думаю, что мы сегодня начнем серию с прокачки именно безопасности, чтобы к моменту повышения уровня у меня был бонус. Тут, конечно, понятно, что, допустим, вот колдовство на интеллект завязано, но насколько оно повысится к моменту повышения уровня, неизвестно. Ну, может быть, на 1-2 пункта. Вот, поэтому вне записи также я расскажу, я тут провел некоторую сортировку барахла. Естественно, купил еще одного раба, но, как видите, здесь рабов нет, хотя я говорил, что рабов буду расставлять вот здесь. Рабы у меня теперь стоят вот здесь. Это наш орк-наемник, это раб с одеждой, это раб с оружием и броней. А дело в том, что вот эти наши контейнеры, которые я ошибочно тут установил, не сняв с них владельца, то есть я просто копировал их из имеющихся здесь помещений бездумно. Но то ли что-то у меня пошло не так, то ли я отвлекся, но вот владельцев на них я оставил. И теперь, если на виду у рабов я пытаюсь что-то достать из этих контейнеров, поднимается тревога, и, в общем-то, все плохо. Поэтому, если вдруг кто-то захочет этот мод использовать, я не рекомендую, либо нужно вносить туда изменения. Поэтому рабов я выставил там в проходе, как и нашего наемника, чтобы избежать палева. Честно говоря, не помню, вот как это было в оригинальной игре реализовано. Мне кажется, что рабы тревогу не поднимали. Но здесь я боюсь наврать. Мы с вами пришли в крысу в котелке. Здесь дислоцируется гильдия воров. Я хочу найти учителя по безопасности. Вот эта вот тетка продавала вроде бы отмычки. Да, она обучает безопасности. Цена 47. Но мне бы хотелось даже эти небольшие деньги попытаться вернуть у нее. А покупает она отмычки. Но придется мне эти отмычки ей, собственно говоря, и продать. У меня накопились они в некотором количестве. Давайте их заберем. Теперь они считаются все ворованными. Кому их продавать, как не в гильдию воров. Также давайте проверим, будет ли она покупать зелье
Вот эту миску тоже можно ей продать. И у меня вот есть камни душ. Они довольно дорогие. Давайте я их тоже возьму. Чем черт не шутит, может быть, получится их продать. Кольцо исцеления, но это все дешевое. Пойдем снова. Но даже вот когда мы прокачаем мистицизм и получим повышение по гильдии воров, это не означает, что у нас резко ломанется какой-то прогресс. А качаться учителей, да еще на запись, это такое себе удовольствие, я вам скажу. Смотреть на это будет неинтересно, и мне самому, в общем-то, это тоже не нравится. Поэтому я в некотором раздумье пребываю насчет того, чем заняться. Привет. Так, отношение у нее 78, в принципе, повышать, ну, можно в плане прокачки, почему нет. Давайте привлекательность. Обучение, теперь 35. Так, не забываем. Так, и смотрим. У нее теперь 326 монет. Возьмет ли она миску? Берет миску, смотрите-ка. Зелье. Зелье не берет. Камни душ. Камни душ берет, смотрите, это прекрасно. Значит, мы живем. Давайте-ка попробуем вот так. Отлично, и торговля возросла. Продолжаем в том же духе, друзья. Пока не получим бонус. Так. И торговля. Слушайте, по-моему, исчезли у нее монеты. Почему-то 100 монет всего у нее. Ну ладно. Так, 75. Вот так давайте попробуем. Отлично. Значит, сейчас у нее 0. 59. И у нее теперь 124. Ну, нормально. Нормально. Так. Снова обучение. И теперь проверяем бонус. Бонус к интеллекту 3. Мало, нужно 5. Продолжаем. Торговля 148. Так. Не хочет. Так. Ну и маны больше нет, поэтому будем так. Все равно деньги возвращаются. Раз. 2. Торговля. 208. Дорого получается. Лишнее. Так, и какой у нас бонус? 5. Отлично. Значит, с торговлей пока закругляемся. Маны нет. Хотя, может, на возврат хватит? Не хватит. Ну и, конечно же, мы будем заниматься сегодня не только прокачкой, не столько даже прокачкой. Наиболее, кстати говоря, вот подходящий учитель. Я, конечно, посмотрел, так, поизучал по редактору. Наиболее подходящим учителем мне видится Сцинк.
Но он, собака, покупает только книги и свитки. И ему мне, собственно, носить на продажу нечего. А на таком уровне навыка обучение стоит приличных денег. Так что я пока в раздумьях. Также у меня есть две книжки на мистицизм. Это вот это «Бунт в Фестхолде» и проповедь какая-то, то ли четвертая, то ли какая-то, короче говоря, из проповедь. Но книги я пока что приберегу. Не хочется мне их тратить на таком, относительно низком уровне. Что у нас по заданиям? Нам нужно выкрасть вот эту книгу из поместья Летри. Давайте туда и направимся. Также можно параллельно, не параллельно, вернее, а чуть попозже взять задание здесь у местной гильдии воров. Оно будет связано с очисткой гильдии магов. Сейчас это делать не стоит, потому что нам нужно будет воспользоваться телепортацией. Я поэтому, собственно говоря, и тяну с этим заданием, что оно как-то все вот не вовремя. Так, поместье Летри, давайте посмотрим. Я не очень помню. Саретти, Летри, вот оно. Он там получается. Так, я забыл, друзья, восстановить ману. А мана нам понадобится. Придется расходовать зелье. У меня осталось одно самопальное зелье. Я также сгонял к Нелькари, вот докупил до 10 эти зелья. Показывать, как я хожу к Нелькари, наверное, смысла нет. Что там, несколько зелий купил. Летри. И здесь, помимо того, что мы можем добыть книгу, конечно же, я постараюсь заглянуть и в другие ящики. Вообще по ящикам, то есть. Потому что здесь могут быть крутые вещи. Именно одежда. Личные покои. Нам нужен, давайте вспомним, кто. Динара Атрелас. Давайте скорее, я не могу, у меня много чая. Нас тут не очень любят. Почему-то. Говорите. Так, вот я уже вижу место неплохое. Тут одна посуда и ингредиенты. А если мы решим качаться через алхимию, то ингредиентов нам понадобится много, поэтому я пока что буду брать все, кроме тяжелых каких-то. В принципе, даже и алхимию можно качнуть, если мы сделаем бонус по интеллекту, скажем, и бонус по силе воли, то и алхимию можно будет приподнять. Подумаю еще немного над этим. Еще пока не настолько горит. Так. 50 уровень замка. А это означает, что мы здесь можем прокачаться. В частности, прокачать как раз вот изменения. Оно у нас не очень на не очень высоком уровне. Конечно, нужно сделать еще зелье восстановления запаса сил, а то что-то я как бомжара. Вот они и секреты. Честно говоря, я не планировал, случайно набрел на нее. Я планировал проверить версию о том, что хозяйка которой нас послали, может отдать книгу при завышении отношения. Сама, то есть. Но опять же, это непроверенная информация, я не буду врать здесь, а вводить вас в заблуждение тоже. Так, вот еще какие-то два
мешка, но пустые, к сожалению. Декоративную миску мы уже брать не будем. В принципе, чё? Можно было бы, конечно, уходить, но как же я обещал по сундукам-то прошвырнуться. Вот, например, спальни. Спальни сам Бог велел обчищать. Вход. Нет, что-то спальни какие-то, не спальни, а коридор. Видимо, наверху спальни. Да, вот они. Начнем слева направо. Опять вход. Да что ж такое? Так, а здесь палево. Да нет, давай не будем. Слушать ничего не будем. Будем обносить мешки. Так, ну не густо, прямо скажем, не густо. И неинтересно. И она еще и ходит, засранка такая. Ну, давайте посмотрим, что тут в этих урнах. Ради вот этого уже не будем упарываться сильно. А вот сундучок многообещающий. Замок уровень 70. И вон тот тоже вызывает подозрения. Сохранимся. Приготовим, пожалуй, телекинез. И у нас есть чудесная рубашка. Нет, не это, подожди. Штаны, не рубашка. Так. Штаны. Как они? А, ну вот же, что-то я туплю. Шлем. Этот шлем тоже вроде бы квестовый. Поэтому я его заберу. Что у нас здесь? Бухло. Бухло оставим ей. Так, это все нам тоже не нужно. Да я и так стараюсь, как могу. Куда еще быстрее-то? И тут тоже какой-то чувак торчит. Но тут, по сути-то, брать и нечего. Нищебродское какое-то поместье. Ладно. Давайте возвратом. Так, возвратом это прекрасно. Теперь нам надо в Садрит Мора. И, кстати говоря, раз уж мы идем в Садрит Мора, не опять основа. У меня есть книжка на продажу, вот видите, парная. Я ее не читал, но, пожалуй, я ее продам. Также вот эту схему можно продать, она больше мне не нужна. Яйцо времени аж 1000 стоит. Ну что-то жаба меня давит. Хотя по большому счету, что бы нам ее и не продать, мы ее уже использовали. То есть квест выполнили, даже прочитали ее. И божественная метафизика тоже. Ну давайте я, наверное, ее тоже продам. Потому как мы будем помнить, кому ее продали. И при случае можем и выкупить. Обменять на что-нибудь. Книжки теперь придется собирать по возможности. На обмен. Хотя асцинк обучают не до 100. Конечно же. Давайте восстановим запас сил. Обожаю хорошо поболтать. И посмотрим, что нас тут ждет. Отношения у него 100, поэтому повышать смысла большого нет. Мы видим, что вот у него книги.
Надо было мне выложить вот эти еще зелья. 700 монет у него. А обучение, друзья мои, мистицизму стоит 400 монет. Я в вашем распоряжении. Говорите. Сразу же их возвращаем. 700, видите, всего лишь 700 он дает. Гаденыш такой. А, это он не берет. Видишь, какой. И 800. Ну, по сути, и все. Видите, один раз вот мы поучились и такую ценную книжку отдали. Вот в этом сложность. То есть ему нечего продавать. Даст он максимум? Нет. Но, видимо, только 1000. Сто монет у него осталось. Ладно. Итого, значит, мы имеем 6 из 10. Бонус к интеллекту 5, а вот к силе воли только 2. А на силу воли у нас вроде бы ничего такого и нет. Опять же, если мы будем качаться через, например, вторичную вот эту характеристику изменения, важный навык точнее, тогда, может быть, мы получим бонус к силе воли. Так, изменения он не учит. Но изменение должно быть дешевле, потому что навык всего 27. Да, это имеет смысл. А кто, может быть, здесь кто-то изменению обучает? Давайте-ка проверим. Чем обязана? Так, Чем торговать. обязана? Нет. Заклинание. Что ты хочешь? Да, обучает, смотрите, изменению 200. Но он вообще ничем не торгует. И отношение только 82. Ну давайте. Я слушаю. Так, итого у нас получается 8. И бонус к силе воли 3. То есть еще 2 раза. И все. Так, уровень. Но цель моя не уровень, конечно же, но силу воли надо еще. Четыре. 5. Вот теперь можно уровень повышать. Но сначала мы сбегаем в гильдию воров местную. Добрый. Так. Здесь тоже есть учитель мистицизма. Приятно познакомиться. А ты ничему Возможно, не у меня учишь. Отличная компания. Ты в хорошей Что я могу компании. для вас Вот этот, по-моему, чувак, Пожалуй. он получше обучает, чем... по идее, получше, чем сцинк. Ну, блин, такие деньги. Так, ну, книжку я добыл. Качественное зелье тени мне дали, это прекрасно. Так, подожди, посох. Повышение ты мне не дашь, наверное, да, никакое? Да. У Филена Мариона есть эбонитовый посох, который мог бы мне... который мне бы хотелось заполучить. Так, могущественный волшебник. Но это, говорит, единственная работа. Конечно, меня это интересует, тем более, что, в принципе, нам туда можно отправиться. Но сейчас мы отправимся, повысим уровень. И у нас получается по мистицизму еще 8 пунктов не хватает. Печально. Это выложим. Лишние зелья я тоже выложу. Бренди.
Выложу ингредиенты также. Ну и шлем вот этот. Сохранимся. Ну опять сон этот. Блин. Наконец-то. Опять у нас что-то со шрифтами. Но это не мешает нам взять уровень, взять бонусы причитающиеся. И уровень теперь у меня 6. Ну и соответственно заново все. А, еще и 2 в запасе получается. Это через изменения получились. Получается, теперь опять нужно бежать, качать мне безопасность. Но, почему нет? Давайте немножко похимичим. У меня вот как раз закончились самопальные зелья восстановления маны. У орка есть там несколько зелий восстановления здоровья. Их бы тоже сделать можно было. Но хотелось бы, конечно, уровень сейчас не повышать через алхимию. Давайте посмотрим. Инструменты, естественно. Вот это вот дело. Так, изумруд у нас восстанавливает здоровье. Но что-то жалко мне их тратить. Так. Восстановить запас сил, кстати, тоже надо бы сделать. Что-то я не вижу этот. Вот еще восстановление здоровья. Не вижу я эту самую, как ее, вылетело название. Травку, цветочек точнее. Ну да ладно, хрен с ней, получается, значит у меня ее нету. Так, по-моему, смола вот это восстанавливает здоровье. Хождение по воде. Вот еще восстановление здоровья. Это под восстановление запаса сил пойдет. Так, увеличение. Телекинез. А, и корень травмы, точно, чуть не забыл. Ну, телекинез, я думаю, в зельях мне не особо нужен. Восстановление запаса сил тоже. Ну, давайте. Алхимия. Сохраняемся. И пробуем. Первым делом восстановление, наверное, запаса сил, чтобы как-то подкачаться. Так. И вот так. Я буду сразу ставить максимум. Но не так, чтобы качается алхимия, да? Так, вот разок прокачалась. Теперь левитацию. «36», подождите. 4. Бонус к интеллекту 2. Восстановим здоровье. Три зелья.
Так. Тоже запас сил. Ну давайте. Ну и теперь уже магия. А вот магия что-то не удалось. Всего одно зелье. Печально, печально. Ну ладно. Часть этих зелий, конечно же, пойдет на продажу. Слишком много их, мне столько не нужно. Давайте мы сразу часть перекинем орку. Я его тут починил. Выдал ему пока что вот эти вот клинки. Так, у него, значит, 8 зелий восстановления здоровья и стандартная левитация. Левитация, как мы выяснили, он не пользуется. 8. Давайте запас силы мы еще подкинем. И вот эти вот здоровья. Так. Пусть победы твои будут быстрыми и многочисленными. Так, а я... повыкладываю лишнее. Значит, восстановление, смотрите, тяжелое. И стоит дорого. Выложу. 0,75. 0,55. Вообще 0,1. Но дешевое. А это 0,55 и дорогое. Ну, здоровье, пожалуй, я оставлю. Вот это вот. Ну и восстановление магии, естественно, тоже. Мы возьмем снова камни душ. Вот с кампов. И пойдем качнем еще безопасность. Чтобы точно у меня был бонус к интеллекту. Потому что через все вот эти вот повышения мистицизма у меня возвысится уровень, и, соответственно, и враги будут сложные нам встречаться. А это не очень хорошо. Подождем. Так, и нам нужно повысить, конечно же, привлекательность. Как дела? Безопасность раз. Безопасность 2. Торгуем. 400 монет. А, вот так, да? Придется тоже барыжить вот этими отмычками. Прекрасно. 3. 4. Торговля. 218. Мало. О, восстановление повысилось. 5. Значит, восстановление у нас через силу воли. Тоже неплохо. Интеллект пока только 4 бонус. Торгуем. 1 скамп всего остался. Так, подождите, что-то я не понял. 225 она дает за скампа. Давайте 280. Нет, да? 270. Да ты что? Ой-ой-ой-ой. С грехом пополам. Так, еще раз. 4, значит...
Безопасность. И все, по идее, да? Нет, еще раз. Вот теперь все. 336, а продать там мне и по сути и нечего. Зелье она, собака такая, не берет. 4 камня. Псу под хвост. Вот это можно продать за 40 монет. Ладно. Ну и, конечно же, мы в Тель-Бранору наведаемся. Денежки у меня есть, там мне нужно будет купить заклинания, естественно. Свитки вроде бы там тоже продаются. Давайте восстановим магию и отправимся туда. Чужестранец. Какой же я чужестранец? Я уже здесь как родной. Уже 20 лет я играю в эту игру. Какой чужестранец? Ну, с перерывами, конечно. Не постоянно. Так, Садрит Мора. Тут предстоит прогуляться. Чем могу помочь? Заодно акробатику покачаем. Это вот, кстати, минус моего стиля игры. Когда на ранних этапах ты начинаешь суетиться, какие-то квесты выполнять, сложные задания, там ходить в какие-то места не по уровню. Это со мной не первый раз, просто именно, ну, не на записи с таким сталкивался. Когда хоп, и чтобы продвигаться, нужно прокачиваться. А прокачиваться по учителям неинтересно. Ну, лично мне. Но я надеюсь, что Кай хотя бы, может быть, нам даст какое-нибудь задание. Порадует. Ну, не какое-нибудь, а опять будет гонять. Так, направляюсь я в Тель-Бранору. Здесь нам, не мудрствуя лукаво, нужно бежать в башню. Повыше. Поближе к господе Тиране. По-моему, здесь Тирана живет. Или Драта. Путаюсь, видите. 20 лет играю, но путаюсь. А что у тебя такое красивое тут? Уходи. Посох. Ухожу, не ори. Посох стеклянный. Но мне он без нужды, конечно. Кстати говоря, вот этот посох, который мы сейчас сопрем, будет возможность оставить себе. Хотя он тоже довольно бесполезен. Там, по-моему, какой-то слабенький урон. Чуть ли не при ударе. Но дорогой. Я думаю, что я его все-таки оставлю. Так, ну здесь вот наездник не к месту летает. Так. Не сейчас, бред. Нижняя башня. Но здесь нас не любят, потому что я все-таки в гильдии магов состою. А они конфликтуют с Телвани. Книжки. Конечно, по-хорошему бы спереть. Для сцинка. Ну ладно. Давайте восстановим. Я сказал, восстановим запас сил. И покачаем немножко. Где? Немножко покачаем изменения. А вот он, собственно говоря. Чувак. Уходите, или я позову стражу. Тихо, не паникуй. Сейчас все будет хорошо. Сейчас я у тебя тут немного прибарахлюсь. Но, как мы знаем, за такими полками можно смело воровать. Вот он, собственно, посох стоит. Ну, как я и говорил, удар слабенький, но 4300 он стоит.
нам пригодится. Пояс силы орков мне не нужен. Книжки. Книжки я буду все забирать. Так, коричневая книга. Нам по сути не нужна, но почему-то она без прочтения не поднимается. Так, талисман. Излечить паралич. Ну, камень души, естественно, тоже я заберу. Что у него тут по зельям? Восстановление магии. Сопротивление. Левитацию заберу. Так, ну, задача минимум выполнена. Теперь нам надо купить у него заклинание. А для этого, естественно, нужно повысить отношения. Сохраняемся. Заклинание, конечно же, вызова золотого святоши, как минимум. Дриморы обязательно. Ну и что тут еще у него есть? Приказ гуманоиду, существу. Приказ гуманоиду у меня есть. Приказ существу вроде бы нет. Но нужен ли он мне? Тем более такой дорогой. Пожалуй, пока воздержусь. По вызовам еще, может быть, что-то можно призвать. Вот Дейдрот силен. Можно было бы его призвать. Ну, не знаю. Как-то я особо ими не пользовался. Он херачит своим этим ядом по площади. Мне это не нравится. Крылатый сумрак дороговато. Не настолько она крутая. Грозовый Атернах тоже по площади бьет. Костяной лорд. Ну, смысла большого нет. Как по мне. Все. И давайте посмотрим ради прикола, какой шанс у меня на призыв святоши. Ой, не сюда. Вызов святоши, конечно же, 0. 165 маны. Но это на 60 секунд. А если я чисто... Блин, не хочет. Хотел попробовать создать заклинание поменьше продолжительностью. Ради эксперимента. Так, это у нас тирана, да? Да. Да ладно, ладно, не ори. Мы с тобой еще встретимся. Боюсь, что эта встреча тебе не понравится. Где этот раб? Не хочет со мной торговать, засранец. Так, ну у него тут зелья и ингредиенты. Покупать, наверное, я ничего у него не буду. Сейчас посмотрим, что за книжка тут лежит. А вот они, собственно, эти вещи. Можно попробовать спереть, как-нибудь хитро заныкавшись. Например, вот здесь. Сохранимся и используем телекинез. Раз, два. Ну, это уже дешманское. Да, и это я тоже погорячился. 480. Ну, все здесь. Божественное вмешательство. И мы почему-то в Эбенгарде. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, я выложу пока что вот это вот добро. Кстати говоря, это уже задел на прокачку. Именно мистицизма. То есть некоторые товарищи, качающие мистицизм, покупают вот эти вещи. 4000 это можно несколько раз повысить навык. Так, а мы бежим сдавать посох. Ну, вернее, не посох, а задание. Посох я, пожалуй, оставлю себе.
Садрит Мора. Книжки я, конечно, взял, но мало. Там монет 500 нужно будет возместить сценку. Это до хрена книг. Это хоть беги и обноси библиотеку какую-нибудь. Прямо все с полок. И уже что-то серия длится дольше, чем я обычно делаю. Ну, давайте вот квест сдадим. Я в вашем распоряжении. Посох, значит, дам тебе выбор. Я продам его и поделюсь с тобой прибылью. Но нет, дорогуша. Я оставлю посох себе. Тем не менее, кольцо мне все равно выдали. Похвалили. Но повышения, конечно же, не дадут. И заданий больше тоже нет. Это большая Давайте посмотрим, что за кольцо. Это телекинез, очевидно. Длинные руки 25 на 5 секунд. Но это практически то же самое, что у меня вот здесь. Подожди, где? Только на 15 секунд. Это 25 на 5 заклинания, да. Но заклинание проще, чем кольцо. Ну что же. Пожалуй, на этом я буду закругляться. Пишите ваше мнение по поводу дальнейших действий. Может быть, действительно стоит устроить забег за каким-нибудь артефактом. Я по-прежнему думаю про шлейм Рейна и про кирасу из кости дракона. Меч, конечно, заманчиво, но шут его знает, зачем он мне нужен. Я вот, кстати говоря, давайте еще момент. Посмотрим, что мы можем впихнуть в вот эту катану. Сейчас я зачаровывать не буду, потому что у меня нет камня нормального. Чисто посмотрим. Так, навскидку только надо восстановить запас сил и все-таки применить заклинание, чтобы точно знать, что мы это сможем сделать. Так. Создать. Катана. Поглощения здоровья у меня нет, к сожалению. Тоже вот надо бы купить, я все забываю. Ну а чисто по урону, если взять, вот, допустим, урон молнии, мой любимый. Так, здесь при ударе. Разовый урон получается 53, 54. 70, ну, количество зарядов, ладно. Это как бы от навыков зависит. Но такую катану мы можем сделать, в общем-то, с шансом 100%. 50 урона. Ну, либо, конечно, тут можно добавить, допустим, тот же, ту же левитацию, еще что-нибудь. Либо я все-таки поищу поглощение здоровья и впихну его. Ну и все на этом на сегодня. Спасибо за внимание. До новых встреч.